Здравствуйте! Вы смотрите новости о золоте на канале GIGOS TV. В этом выпуске вы узнаете, почему Сингапур может стать ведущим поставщиком золота, с кем в стране придется конкурировать на золотом рынке, где спрос на ценный металл сейчас растет особенно активно. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы начинаем. Что мы знаем про Сингапур? Это одна из ведущих экономик мира с одним из самых высоких ВВП на душу населения. В стране широко развито высокотехнологичное производство, нефтеперерабатывающая промышленность, сфера финансовых услуг, фармацевтика и прочие отрасли. Однако амбиции азиатского государства простираются еще дальше. Как сообщает Всемирный совет по золоту, в будущем Сингапур, вероятно, станет главным мировым центром торговли золотом. Дело в том, что в странах с развивающейся экономикой растет спрос на драгоценный металл, как со стороны населения, так и со стороны центральных банков. И большая часть таких стран расположена в Азии, рядом с Сингапуром. Среди них особенно выделяется Китай, крупнейший потребитель золота на планете. Центральный банк Поднебесной стал лидером по закупке благородного металла в 2023 году. Кроме этого, Сингапур находится поблизости от стран, которые совокупно обеспечивают четверть глобального объема золотодобычи. Это Китай, Австралия, Индонезия, Филиппины, Папуа-Новая Гвинея и Лаос. Если вам интересно, где добыли больше всего золота в 2023 году, переходите по подсказке в верхней части экрана. Центр тяжести золотого рынка сместился на восток, и Сингапур стал потенциальной точкой опоры для обеспечения равновесия. Такое мнение выразил Шао Кай Фань, возглавляющий во Всемирном совете по золоту отдел Азиатско-Тихоокеанского региона и глобальный отдел центральных банков. Сингапур уже предпринял шаги, укрепившие его позиции как центра международной торговли драгоценным металлом. В частности, были построены современные афинажные заводы и отменен НДС на инвестиционное золото. С чем же придется соревноваться Сингапуру за роль главного в мире поставщика золота? Безоговорочными лидерами в этой области уже давно являются Швейцария и Великобритания. В 2023 году Швейцария экспортировала ценного металла на сумму 107 миллиардов долларов. Это 25% от общего товарного экспорта страны за прошлый год. Показательно, что значительная часть швейцарского золота ушла в страны Азии. Великобритания в 2023 году продала золото на 65 миллиардов долларов. В этом случае поставки в основном осуществлялись тоже на восток – в материковый Китай, Гонконг и Индию. В число других значимых поставщиков благородного металла входят также вышеупомянутый Гонконг, США, Канада, Австралия, Япония и Германия. Как видите, конкуренты подобрались весьма серьезные. Сможет ли Сингапур превзойти ключевых игроков золотого рынка? И как скоро это произойдет? Пишите в комментариях. Вы смотрели новости о золоте на канале GIGOS TV. Подписывайтесь и жмите на колокольчик. Впереди вас ждут новые, интересные, важные и полезные сведения из мира финансов. До скорой встречи!